Он немного похож на енота с его необычным окрасом, имеет схожие черты с кошкой, а по земле передвигается так же неуклюже, точно как медведь. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, наливайте чаек и мы начинаем! Вы можете себе представить хищника, который бы вызывал не страх и отвращение, а самое настоящее умиление? Или хищника, которого можно сколько угодно тискать и кормить с ладони разными вкусностями? Нет? Тогда познакомьтесь с бинтуронгом, малоизвестным, но чрезвычайно симпатичным зверьком. Населяет он тропические леса большей части Юго-Восточной Азии, от Индии до Вьетнама, а также Индонезийские острова, Суматра, Ява и Калимантан. Зверек внешне представляет собой странную смесь нескольких животных. Тело кошки, мордочка енота, а лапы медведя. Но тем не менее, в своем соединении эти, казалось бы, несовместимые черты образуют гармоничное и забавное создание, которое вызывает искренние улыбки. А если к симпатичной внешности прибавить еще чисто детское любопытство, доверчивость и дружелюбие, то уж совсем не верится в то, что это ангельское существо относится к хищникам. Бинтуронги довольно крупные животные. Длина тела составляет 70-80 см, плюс почти такой же длины толстый хвост. Он мускулистый и очень сильный. С его помощью бинтуронг срывает фрукты, цепляется за ветки и сохраняет равновесие при ходьбе. Вес колеблется от 9 до 20 кг. Самцы обычно больше самок. Практически все тело зверьков покрыто густой, длинной и жесткой шерстью черного цвета. Отличительной чертой этих симпатях являются шикарные толстые белые усы, торчащие в стороны от угольно-черного носика, и белые кончики ушей. Будучи ночным животным, днем бинтуронги лениво прохлаждаются на толстых ветвях деревьев, лежат, свесив толстые хвосты и наблюдая друг за другом. С наступлением сумерек в них просыпается активность. Нагуленный за день аппетит настойчиво требует решительных действий. Меню у бинтуронгов довольно разнообразное. Они едят и фрукты, и молодую листву, и насекомых, хотя особое предпочтение отдают животной пище. Особым лакомством для них служат мелкие зверьки вроде крыс, птиц и птичьих яиц. Если же поблизости есть река или озеро, бинтуронги не поленятся и рыбку поймать, ведь они превосходные пловцы и ныряльщики. У этого симпатяги огромное количество недоброжелателей. Это леопарды, тигры, ягуары, крокодилы, дикие собаки, ястребы, орлы и змеи. Но и бинтуронг так просто не сдается. Защищаясь, он кусается, отбивается лапами и громко визжит. Речь у бинтуронгов довольно разнообразна. Он умеет мяукать, рычать, пищать, выть, хихикать и громко кричать. Бинтуронг одиночка и готов образовывать пару только ради того, чтобы обзавестись потомством. А вот главной в семье бинтуронга является самка. Потомство они заводят дважды в год, и за один раз рождается от 1 до 6 детенышей. На свет они появляются в дуплах деревьев. Как правило, детеныш весит около 300 грамм и издает звук, похожий на мяуканье обычной домашней кошки. Продолжительность жизни в естественной среде 10 лет. Отношения с человеком неоднозначны. Некоторые заводят доверчивого зверька в качестве домашнего питомца, но при этом сталкиваются с рядом проблем. Во-первых, его невозможно приручить к лотку и даже просто ходить в туалет нигде попало. Во-вторых, он прекрасно ориентируется в темноте и не придерживается какого-то режима, так что может не согласиться с графиком сна и бодрствования хозяина. А в-третьих, при мочеиспускании бинтуронг издает запах, напоминающий аромат недавно приготовленного попкорна. Биологи из университета Дьюка в США установили, что с его помощью животное метит территорию. Все бы ничего, и запах может даже показаться кому-то приятным, но бинтуронг часто размазывает мочу с помощью хвоста. Видимо, руководствуясь принципом, что если уж хозяйничать, то с размахом. Обнаружить такие следы в доме после рабочего дня – так себе удовольствие. Впрочем, мимимишность бинтуронга подкупает не всех. Во Вьетнаме и некоторых районах Лаоса его мясо считается деликатесом, а в Китае части тела зверька используются в народной медицине. На сокращение популяции человек влияет и косвенно, вырубая леса, где обитает кошачий медведь. В Индии бинтуронг уже внесен в приложение 3 конвенции
А это значит, что его численность в этой стране необходимо регулировать. Еще он занесен в Красную книгу в статусе «Уязвимый вид». Но желающих поохотиться на кошачьего медведя по-прежнему много. Всем спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Не забудьте подписаться на канал и жмякнуть большой палец вверх. Берегите природу и всем пока!